После включения нагрева прошло 13 минут. Проверяем, расплавился пластик или нет. То есть мы находимся сейчас в ручном режиме, мануал. Нажимаем желтую кнопку впрыска и смотрим на пресс-форму. Вот мы нажимаем кнопку. Вот. Это говорит о том, что пластик уже расплавился и можно работать. То есть, чтобы перейти к работе, убираем пинцетом или плоскогубцами или щипцами вот этот вот элемент. Затем в ручном режиме мы смыкаем пресс-форму. Смыкание пресс-формы — белая кнопка. Мы смотрим на пресс-форму и смело ее смыкаем до полного соединения пресс-формы. Затем мы переходим в режим на кнопке Manual Slow для медленного перемещения пресс-формы. Нажали Slow, ту же самую кнопку белую нажимаем и смотрим за поведением пресс-формы. Вот этот винт будет проскальзывать, сжимая форму. Нам надо остановить его, не доходя до смыкания, вот в таком положении. Сейчас форма сомкнута под большим давлением. Чтобы это положение зафиксировать, нам нужно обнулить координату X. Для этого мы нажимаем на вот эту кнопку более 2 секунд. Все, стали нули, то есть координата X обнулена. Именно в точке смыкания пресс-формы координата X равно нулю. Станок это один раз запоминает, это инициализация после прогрева, установки новой формы, то есть каждый раз это делаем. Бывает, этого достаточно сделать один раз в день или один раз в неделю. Так, затем в этой форме мы можем сразу перейти в автоматический режим. То есть выбрали автоматический режим и нажимаем старт цикла, белую кнопку. Что при этом происходит? Смотрим. Нажали, пресс-форма сама открылась. И... Ага, стоп. Так, нажали стоп. И нам надо вот этот режим. Третий режим — это режим испытания пресс-формы. То есть мы посмотрели, что пресс-форма работает, ничего не заедает. Затем надо перейти в первый режим. То есть мы перешли в первый режим и нажимаем опять кнопку начала цикла. Что при этом происходит? Сомкнулась форма. Первая деталь, скорее всего, будет. Ага, первая деталь не вылилась. Что мы в этом случае делаем? Мы берем щипцы и убираем холодный спай. Так, мы его убрали. И нажимаем начало цикла. Так, получаем первую деталь. Первая деталь уже у нас практически годная. Ну все, станок начал работать в автоматическом режиме. В этом режиме нужно поддерживать уровень полимера. То есть за ним надо следить, ставить любую банку, которая устраивает, подсыпать его. Больше
вмешательство оператора не требуется. В принципе, началась с первой и со второй. Она мягкая, тянется. Надо холодную брать, отрывать. Ну да, да. Да, 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 теплые, холодные. Ага. Так, после того, как мы наделали нужное количество, на экране у нас отображается счетчик деталей, время работы станка. В любой момент мы можем остановить автоматический цикл, нажав кнопку стоп, либо тут, либо на экране. Это однозначные кнопки. То есть ждем, пока деталь у нас вывалится с формы. Нажимаем стоп. Чтобы закончить работу и подготовить станок для следующего запуска, лучше всего нажать на кнопку желтую, это впрыск, и сделать небольшой впрыск в форму. Вот таким образом. Сейчас можно отключить нагрев и оставить станок на любое время. Затем, чтобы начать работу, нужно разогреть пластик и убрать этот кусок, после чего можно начинать новую работу.